Океан не знает тишины. На мелководьях близ берегов Доминиканской республики или в защищенных бухтах Гавайских островов вода пропитана солнечным светом и спокойствием. Именно здесь, вдали от ледяных течений, начинается великая сага. После 11 месяцев беременности самка горбатого кита дает жизнь существу, которое уже при рождении превосходит размерами большинство наземных хищников. Новорожденный теленок весит около тонны и достигает 4-5 метров в длину. Первые секунды жизни самые критические. В отличие от рыб, киты – млекопитающие. Малыш должен сделать первый вдох атмосферного воздуха, иначе он погибнет. Мать нежно подталкивает его своим массивным рылом к поверхности. Этот первый контакт устанавливает связь, которая будет неразрывной в течение следующего года. В этих теплых водах у матери есть серьезная проблема. Она не ела уже несколько месяцев. Весь ее энергетический запас сосредоточен в толстом слое жира, который теперь превращается в густое розовое молоко, по консистенции напоминающее мягкий сыр. Жирность этого молока достигает 50%, что позволяет теленку набирать до 50 килограммов веса в день. Пока малыш крепнет, мать остается начеку. Теплые воды – это не только ясли, но и место, где самцы устраивают неистовые состязания за право быть следующим партнером самки. Мы видим так называемые эскортные группы, где несколько огромных самцов преследуют самку с теленком, устраивая настоящие морские сражения. Они бьют хвостами, таранят друг друга и выпускают мощные фонтаны пара. Для теленка это опасное время. Одно случайное движение многотонного плавника может стать фатальным.
Когда весеннее солнце начинает растапливать льды в высоких широтах, биологические часы китов дают сигнал к отправлению. Тропики – прекрасное место для родов, но здесь нет еды. Огромный организм матери истощен, она потеряла до трети своей массы. Чтобы выжить, им нужно преодолеть тысячи миль на север или на юг, в зависимости от полушария. Миграция горбатых китов – это один из самых протяженных маршрутов среди всех млекопитающих. Это путешествие через пустыни открытого океана. Путь пролегает через глубоководные желоба и бескрайние подводные равнины. Удивительно, но киты придерживаются маршрутов с точностью до нескольких градусов, почти не отклоняясь от курса. Ученые предполагают, что в их челюстях или черепе содержатся микроскопические кристаллы магнетита, позволяющие им чувствовать магнитные линии планеты. На этом пути молодым китам грозит главная опасность – касатки. Группы этих высокоорганизованных хищников патрулируют миграционные пути, надеясь отбить теленка от матери. Битвы между горбачами и касатками могут длиться часами. Мать прижимает малыша к своему животу или поднимает его на спину, выставляя из воды, а сама отбивается мощными грудными плавниками. Горбатый кит – единственный вид, который активно противостоит касаткам, иногда защищая даже чужих детенышей или тюленей. Их длинные плавники, усеянные острыми наростами, морскими уточками, превращаются в смертоносное оружие, способное одним ударом переломать кости хищнику. По прибытии в холодные воды Аляски или Антарктики китов встречает суп из жизни. Планктон, крилли и мелкая сельдь кишат в этих водах благодаря апвеллингу, подъему питательных веществ с глубины. Здесь горбатые киты демонстрируют то, что ставит их на одну ступень с высшими приматами по уровню интеллекта – коллективную охоту.
Представьте, группа из 10 китов синхронизирует свои действия под водой. Они находят косяк рыбы. Один из китов, часто лидер группы, начинает издавать специфические звуки, которые заставляют рыбу паниковать и сбиваться в кучу. Другие киты ныряют глубже и начинают выпускать воздух из своих дыхал, медленно поднимаясь по спирали. Пузырьки образуют непроницаемую для рыбы стену. Это пузырьковая сеть, сложнейшее инженерное сооружение из воздуха. Рыба оказывается в цилиндре из пузырьков, который сужается к поверхности. В нужный момент по звуковому сигналу все киты одновременно раскрывают свои пасти, в которых могут поместиться сотни килограммов рыбы, и вырываются на поверхность. Вода вскипает от серебристой чешуи и массивных тел. Этот метод охоты не является врожденным. Это культурная традиция, которой киты обучаются друг у друга. Разные популяции используют разные вариации этой техники, передавая знания из поколения в поколение. Если охота, это физика выживания, то пение — это метафизика их существования. В 1970-х годах записи песен горбатых китов стали мировой сенсацией, изменив отношение человечества к океану. Горбатые киты — самые сложные вокалисты в животном мире. Их песни — это не просто набор сигналов, это структурированные композиции с четким ритмом, рифмами и повторяющимися темами. Самец может петь без остановки 24 часа. Звуки варьируются от самого низкого баса, который заставляет вибрировать лодки, до высокого визга. Самое удивительное — это эволюция песен. В начале сезона спаривания все самцы поют определенную песню года, но со временем в нее вносятся изменения. Кто-то добавляет новый сложный элемент, и через несколько недель вся популяция подхватывает этот хит. Это настоящая подводная мода. Зачем они это делают? Это остается одной из величайших тайн. Возможно, песня — это способ сонастройки группы, возможно, демонстрация силы и здоровья. Но когда слышишь этот голос в гидрофон, возникает ощущение, что киты транслируют саму историю океана. Их звуки могут распространяться на огромные расстояния благодаря глубоководным звуковым каналам. Каналы СОФАР, создавая глобальную информационную сеть, существовавшую за миллионы лет до интернета.
Чтобы понять величие горбатого кита, нужно заглянуть под его кожу. Его сердце размером с небольшой автомобиль, а аорта настолько широка, что по ней мог бы проплыть ребенок. Но самое поразительное – это их способность к погружению. Хотя горбачи обычно кормятся на глубине до 200 метров, они способны уходить в бездну, где давление расплющило бы любое человеческое судно. Их легкие работают не так, как наши. При нырке легкие коллапсируют, схлопываются, чтобы избежать кессонной болезни. Кислород запасается не в легких, а в мышцах и крови благодаря высокому содержанию миоглобина. Это делает их мышцы почти черными. Глаза кита приспособлены видеть в вечных сумерках, но их главное чувство — это слух. Они видят звуком, воспринимая мир как сложную акустическую карту. Грудные плавники горбатого кита, самые длинные среди всех китообразных, достигая трети длины тела. Ученые из НАСА изучали бугорки на передней кромке этих плавников. Оказалось, что они создают идеальную аэродинамику, позволяя 30-тонной махине совершать невероятно крутые виражи в воде. Природа создала идеальный баланс между грубой силой и филигранной точностью. Отношение человека и кита — это путь от кровопролития к преклонению. В эпоху парусного флота китобои называли горбачей хриплыми рыбами и боялись их силы. Позже, с появлением паровых судов и взрывных гарпунов, страх сменился жадностью. Китовый жир освещал улицы городов, а китовый ус шел на корсеты для дам. К 1960 годам от мировой популяции горбатых китов осталось меньше 5%. Мы были в одном шаге от того, чтобы навсегда оборвать эту ветвь жизни.
Перелом наступил, когда люди впервые услышали их песни. Это был мощнейший инструмент экоактивизма в истории. В 1986 году мораторий на китобойный промысел спас вид. Горбатые киты стали символом экологического возрождения. Сегодня они приносят больше пользы живыми, чем мертвыми. Индустрия наблюдения за китами, whale watching, приносит миллиарды долларов, а сами киты играют ключевую роль в углеродном цикле планеты. Продуцируя фекалии, богатые железом и азотом, они удобряют океан, стимулируя рост фитопланктона, который поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. Каждый кит — это огромный биофильтр и легкая нашей планеты. Сегодня горбатые киты сталкиваются с новыми вызовами. Океан становится шумным, гул двигателей сухогрузов, сейсморазведка и сонары мешают им общаться и находить пищу. Глобальное потепление меняет течение, и криль, их основная пища, уходит дальше на юг, заставляя китов менять маршруты, отработанные веками. Пластик — еще один невидимый враг. Киты заглатывают обрывки сетей и микропластик, который накапливается в их телах. Однако горбачи демонстрируют поразительную стойкость. Мы видим, как они адаптируются, как их численность растет, несмотря ни на что. Они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, в заливы Нью-Йорка, к берегам России и в фьорды Скандинавии. Завершая наш документальный фильм, мы видим, как массивный хвост горбатого кита поднимается над водой. Узоры на его нижней стороне уникальны, как отпечатки пальцев человека. Кит уходит в глубину, оставляя после себя лишь гладкое пятно на воде, китовый след.
Его песня продолжает звучать, напоминая нам о том, что мы не одни в этом мире. Мы — лишь временные гости на планете, большая часть которой принадлежит этим величественным странникам. Наша задача — просто не мешать им петь свою вечную песню.